Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем вот такой вот рельефный вафельный мотив бабушкин квадрат. Я вязала из остатков шнурочка Карамель Бэби. Вязать можно также, конечно, одного цвета. Применить такой мотив можно, в принципе, куда угодно. Это может быть и наволочка на подушку, и ковер, и чехол на стул. И как вариант, если вяжем такие маленькие мотивы крючком, то можно связать любую сумку. Либо если мы вяжем просто из пряжи, это может быть такой кардиган. В принципе, все что угодно. Вот как смотрится с изнаночной стороны. Вот это лицевая сторона. При вязании мы будем использовать только столбики с одним накидом и лицевые рельефные столбики. Поэтому запасаемся крючком и пряжей или шнуром и начинаем наше вязание. Итак, я вязать буду из остатков шнурочка Карамель Бэби, толщина 2 мм. Вязать буду крючком номер 3,5. Вязать можно также крючком номер 3, что я иногда и делаю. Начнем с розового. Так, делаем волшебное кольцо. И провязываем, смотрите, первую петельку. Рядышком я провязываю вторую и еще 2 воздушные петли. Это у меня искусственный столбик с одним накидом. Провязываю еще одну воздушную петлю. И провязываю в это кольцо 3 столбика с одним накидом. 2. 3. Итак, у нас должно быть 4 стороны, на каждой из которых по 3 столбика с одним накидом, и между ними 1 воздушная петля. Так, вяжем снова 1 столбик, 2, 3, воздушная петля между ними, 1, 2, 3. Так, еще связала, осталось связать еще одну сторону. Видите, здесь у нас уже 1 столбик есть. Мы сюда довязываем 2 столбика. Смотрите, 1, 2, 3 стороны у нас есть. Вот это 4-я, на которой у нас 1 столбик. Так, воздушная петелька. И провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Затягиваем наше колечко. И внимательно смотрите, как я перехожу на новый ряд. Так, вот наша искусственная петелька, которая состоит из 1, 2, 3. Вот 3 таких косичек, да. В 3-ю, чтобы здесь была у нас еще 1 свободная воздушная петелька, делаем соединительную петлю. Вытягиваем эту петельку. Смотрите, я ее вот так вот вытягиваю. Вот эта петелька у меня с изнаночной стороны. Завожу крючок еще раз сюда и провязала первую петельку. Это я снова делаю искусственный столбик с одним накидом, который состоит из вот такой вот петельки и 2 воздушных петель. Вот у меня искусственный столбик с одним накидом. Можно не заморачиваться, вязать просто 3 воздушные петли, но вы посмотрите, как этот столбик идеально похож на наши столбики с одним накидом. Да, и провязываем 1 воздушную петельку еще. И далее, так, расширяем наш квадрат, да, вяжем вот сюда, провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. По каждому периметру, по стороне, вот где у нас было 3 столбика с одним накидом, мы и провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. А в уголках мы будем провязывать
2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Вот так как мы вначале формировали, только эта сторона у нас еще не полностью закрыта. Ну, я покажу потом. 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. По каждому периметру снова над 3 столбиками мы провязываем 3 столбика с одним накидом. В уголках 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька. Раз, 2. Раз, 2, 3. И снова заполняем наш уголочек. Со следующего ряда будет уже интереснее. Мы там начнем вязать рельефные столбики. И над 3 столбиками 1, 2, 3. И этот угол у нас еще не завершен, так как мы в него провязали только 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля и 2 столбика с накидом, да? Остается провязать еще в начале 1 столбик с одним накидом. И смотрите, как закрываем и переходим на новый ряд. 1, 2, 3, в 3-ю петельку сделали соединительную петлю. Теперь будем вязать другим цветом. Сейчас покажу, как мы будем менять ниточку. Так, 3-й ряд буду вязать другим цветом. Возьму вот такой вот ярко-синий. Так, смотрите, если вы вяжете одним цветом, то понятно, что вы вот эту петельку, опять же, вытягиваете вот так вот с изнанки и формируете искусственный столбик с одним накидом, как я вам уже и показывала. Я же меняю ниточку, ввожу новый цвет, розовую стянула, и вот эту петельку мы заходим крючком с изнанки, и эту петельку вытягиваем на изнаночную сторону. Так, хвостик можно ввязать, да, вытягиваем нить. Пожалуйста, если вам такой способ не нравится, вы просто вместо столбика с одним накидом провязываете 3 воздушные петли. Это ваше право, ваше желание. Я делаю так, чтобы у меня столбики были похожи, искусственные столбики, да, были похожи на реальный столбик с одним накидом. 1, 2. Вот у меня получился столбик с одним накидом и 1 воздушная петля. И провязываем еще в уголочке 2 столбика с накидом. Так, и далее у нас начинается уже интересное. Мы будем провязывать лицевые рельефные столбики, делаем накид и заводим под вот этот столбик предыдущего ряда, под самый первый. Провязываем рельефный столбик с одним накидом. Следующие 2 петельки мы провязываем просто под косичку, провязываем 2 столбика с одним накидом. Формируем таким образом вот такую вафельную ячейку. Так, потом у нас идет серединка, и мы снова делаем рельефный столбик, провязываем его с лицевой стороны. Следующее снова 2 столбика обычные с накидом. И снова 1 рельефный. Смотрите, таким образом мы по одной стороне провязали 3 рельефных столбика. Их очень хорошо видно. В начале, посерединке и в конце, формируя вот такие вот вафельные ячейки. В уголках, как мы и провязывали в предыдущем ряду, 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. 2 столбика с одним накидом.
И снова мы делаем лицевой рельефный столбик. Вот так вот спереди его обхватили и провязали. И 2 столбика с одним накидом. Лицевой рельефный. У нас рельефные будут только лицевые. Но мы в следующем ряду, я покажу, что мы будем делать. Мы будем разворачивать наше вязание на изнаночную сторону. Так. Вот таким образом мы провязываем каждую сторону. В уголках, как обычно, мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Вяжем до конца этот 3-й ряд. Довязываем наш 3-й ряд. Нам осталось провязать вот этот рельефный столбик. И в уголочке у нас 1 столбик с накидом искусственный наш есть. Нам еще остается провязать 1. Вот мы его провязываем. 1, 2, 3. 3-ю петельку делаем соединительную петлю. Теперь, начиная с 4-го ряда, все четные ряды мы будем вязать с изнаночной стороны. То есть это у нас был 3-й ряд. Сейчас мы переходим на 4-й. Вот каким образом делаем соединительную петельку и разворачиваем наше вязание на изнанку. Да, и здесь делаем снова искусственный столбик с одним накидом. Вот первую петельку мы развернули, и у нас эта петелька, она уже идет как бы на изнанке, правда? Еще раз покажу. Так, вот мы соединили наш 3-й ряд, соединили. Да? И для того, чтобы переходить на изнаночные ряды, мы всегда будем делать еще одну соединительную петельку. Разворачиваем наше вязание, и вот эта наша петелька, она же находится уже как бы с другой стороны, мы ныряем, провязываем 1-ю петлю, 2-ю, 3-ю. На изнаночных рядах все, мы здесь больше воздушных петель не делаем. Я потом покажу, как мы будем закрывать этот ряд и для чего это. Теперь смотрите, что мы делаем с изнаночной стороны. Все те столбики, которые были провязаны обычно в предыдущем ряду, да, мы будем провязывать лицевыми рельефными. Вот они у нас были обычными, мы их провязываем лицевыми рельефными с лицевой стороны. А все те столбики, которые мы провязывали лицевыми рельефными в 3-м ряду, мы в 4-м ряду их просто провязываем как столбики с одним накидом. Те, которые были рельефными в прошлом, мы их обычными. Те, которые были обычными в прошлом, мы лицевыми рельефными в этом ряду. Причем абсолютно все. И в уголочках, те, которые были вот 2 столбика, мы их лицевыми рельефными провязали. И, внимание, в уголочках, в изнаночных рядах мы провязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. То есть не путаем с лицевыми рядами. Там мы провязывали 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с накидом. Здесь же 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. И снова обычные ряды, которые были в прошлом ряду, мы их делаем рельефными лицевыми, а те, которые были рельефными в прошлом ряду, мы в этом изнаночном ряду их делаем обычными.
Вяжем до конца 4-й ряд. Так, заканчиваем этот изнаночный ряд, 4-й ряд. Так, нам остается провязать еще вот этот рельефный столбик. И в уголочке у нас был провязан только один столбик, искусственный, с одним накидом. Так что мы провязываем еще один столбик с накидом и 2 воздушные петли. И соединяем. 1, 2, 3. Вот сюда соединительной петелькой. Все, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Все нечетные ряды у нас будут лицевыми, а все четные изнаночными. Так, давайте опять же сменим ниточку на другой цвет. Покажу вам еще как другим цветом. Меняем ниточку. Вот когда у нас новый цвет. С изнаночной стороны я ниточки не буду обрезать. Пусть вас это не смущает. Так, смотрите, длинная петелька. Делаем ее более длинной. Вытягиваем на лицевую сторону. Хвостик берем, мы его сюда вяжем. Так, петелька у нас на изнаночной стороне. Ныряем, захватываем вторую и провязали первую петлю. Провязываем еще 2. Это у нас искусственный столбик с одним накидом. Не забываем, что на лицевых рядах в уголках мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Но здесь мы начинаем, вы знаете, то есть мы закрывать ряд будем еще одним столбиком. То есть провязываем воздушную петельку и в уголочке еще провязываем 2 столбика с одним накидом. И теперь уже очень хорошо вырисовывается рисунок, очень хорошо вырисовывается наша эта вафелька. Да, смотрите, где у нас были рельефные ряды, мы там и провязываем. Вот рельефный лицевой столбик с одним накидом. 2 столбика с одним накидом обычные. Снова у нас он видно, он вырисовывается, он рельефный. Таким образом, чередуя, создаем ячейки. 2 обычных столбика. Рельефный. 2 обычных. Рельефный. Два обычных и снова рельефный. И в уголочках, как я и говорила, в лицевых рядах, как мы и вязали, 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. И по остальным всем сторонам провязываем точно так же. 1, 2, 3, 4, 5 рельефных столбиков должно получиться, которые мы и так видим. 1, 2, 3, 4, 5. Вот за них и провязываем рельефные столбики с одним накидом. Провяжу этот ряд и еще раз покажу, как переходить на изнаночный. Итак, довязываем 5-й ряд. В лицевых рядах мы не забываем, что на уголочках у нас по 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. Вот один искусственный у нас провязан, довязываем еще один и будем переходить на изнаночный ряд. Все нечетные ряды у нас изнаночные. Так, 1, 2, 3, соединительной петелькой. Вот так вот соединили ряд. И для перехода на изнаночный ряд не забываем, делаем еще одну соединительную петельку. Разворачиваем наше вязание. И вот эта петелька у нас как бы уже на изнанке. Да, мы захватываем еще одну. Провязываем 2-ю и 3-ю. Вот у нас искусственный столбик с одним накидом и на изнанке. Так, опять же на изнанке не забываем, что лицевыми рельефными мы провязываем те столбики с накидом предыдущего ряда, которые в предыдущем ряду были провязаны
обычными, да, то есть вот эти первые мы их провязываем, делаем рельефными с лицевой стороны. А те столбики, которые были провязаны рельефными в предыдущем ряду, мы провязываем обычными. И таким образом чередуем. То есть здесь все идет как бы по рисунку, ничего придумывать не надо. Вот этот был рельефный в прошлом ряду, мы его провязываем как обычный. Эти были обычными в прошлом ряду. Мы их провязываем сейчас как рельефные. И в уголочках здесь, сейчас дойдем, не забываем, вяжем по-другому. Именно на изнаночных рядах. Так, дошли до уголочка, да, провязываем вот эти два рельефными лицевыми. И сам уголок мы не забываем, что мы провязываем 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. И далее то же самое. Все смотрим по рисунку. Те столбики, которые были обычными в прошлом ряду, да, мы провязываем рельефными. Те, которые были рельефными, мы провязываем обычными. Все. Далее вязать не буду, нет смысла. Все, что смогла, объяснила подробно. Вот, сочетать можно любые цвета, вязать как из шнура, так и из пряжи. Если вы вяжете из пряжи, понятно, это может быть, вы можете использовать остатки ваших маленьких клубочков и получить, ну, вот такой нереально красивый рельефный вафельный плед. Либо наволочку на подушку. Либо, если вы вяжете из шнура, это тоже может быть вообще ковер, либо наволочка на подушку, чехол на табурет, все что угодно. Если вам был полезен мой видеоурок, мой мастер-класс по вязанию вот такого интересного бабушкиного квадрата, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!